Привет, армия! Ким Тэ-хён в очередной раз незаметно покорил сердца многих, без выхода на сцену, без микрофонов и без вспышек фотокамер. Это произошло не благодаря выступлению, не благодаря музыке и не благодаря тщательно спланированному публичному появлению. Вместо этого, благодаря простому присутствию, спокойному моменту, тихому выбору. Сладкая и трогательная история, начавшаяся на свадьбе самой известной южнокорейской звездной пары Шин Мин А и Ким У Бина, снова стала вирусной и вызвала бурные обсуждения среди поклонников кей-поп и любителей развлечений. С первого взгляда сама свадьба уже была особенной. Союз двух любимых актеров, которыми восхищаются не только за талант и внешность, но и за долгие крепкие отношения и искренние характеры. На мероприятии собрались уважаемые деятели корейской индустрии развлечений, известные актеры, режиссеры, продюсеры и близкие друзья, которые пришли не ради зрелища, а чтобы отпраздновать любовь. Однако, что интересно, внимание публики привлекло не роскошное место проведения, не элегантные платья и даже не звездный список гостей. Что действительно выделялось, это Ким Тэ-хён из BTS. Тэ-хён присутствовал на свадьбе удивительно просто, спокойно и сдержанно. Сдержанно и элегантно. Не было никаких эффектных выходов, никаких попыток привлечь внимание, никаких видимых усилий, чтобы напомнить кому-либо о своем статусе мировой суперзвезды. Эту историю впервые рассказал известный кинорежиссер Юкенну, который позже поделился небольшим, но незабываемым моментом со свадьбы, который остался в его памяти надолго после окончания торжества. По словам Юкенну, во время церемонии его жена внезапно прислала ему сообщение, полное удивления и восторга. Сообщение было коротким, но сильным. Ви из BTS здесь. Сначала Юкенна был сбит с толку. Он инстинктивно начал осматривать зал, ожидая увидеть кого-то в окружении людей, камер или шепотов. В конце концов, Ви из BTS не просто какая-то знаменитость, он мировая икона, чье имя известно на разных континентах. Но куда бы он ни посмотрел, он не мог найти никого, кто бы явно выделялся. Затем его взгляд тихо остановился на мужчине, спокойно сидящем среди известных актеров и кинопродюсеров. На том, кто не привлекал к себе внимания, на том, кто не играл, не позировал и не искал признания. Этот мужчина — Ким Тэ-хён. Он сидел аккуратно, был одет просто, в очках. Его осанка была расслабленной, выражение его лица мягким. Не было никаких преувеличенных жестов, никаких намеренных попыток создать ауру суперзвезды. В тот момент он не выглядел как один из самых известных артистов в мире. Он выглядел как просто еще один гость. И именно это сделало момент таким сильным. Тэ-хён органично вписался в атмосферу, словно молча напоминая всем, что этот день был не о нем. Он был о праздновании счастья двух влюбленных людей. Он был об уважении. Уважении к паре, к событию и к созданному ими пространству. Этот небольшой и почти незаметный момент быстро распространился по социальным сетям и корейским развлекательным порталам. Фанаты хвалили скромность Тэ-хёна, называя его реальным примером того, как крупная звезда может оставаться по-настоящему простой. Многие говорили, что именно поэтому его обаяние так сильно ощущается. Не только из-за его привлекательной внешности, не только из-за его таланта, но и из-за его теплой, внимательной и чуткой личности. Интересно, что, несмотря на его попытки оставаться сдержанным, присутствие Ким Тэ-хёна все равно невозможно было игнорировать. Сидя в окружении уважаемых актеров и продюсеров на свадьбе Ким У Бина, его внешность естественным образом выделялась не из-за дорогой одежды или броского стиля, а из-за тихой ауры, которая, кажется, является неотъемлемой частью его личности. Аура, которая не требует внимания, но мягко его притягивает. Вскоре среди фанатов начали появляться предположения. Вид Тэ-хёна, сидящего рядом с видными деятелями киноиндустрии, вызвал любопытство и волнение. Многие задавались вопросом, может ли этот момент означать нечто большее, чем просто появление? Может ли это быть знаком того, что Ким Тэ-хён может вернуться к актерской деятельности?
Как известно, Тэхён не новичок в мире актерского искусства. Он уже демонстрировал свои актерские способности и получал положительные отзывы, особенно участвуя в проектах вместе со своими близкими друзьями из Вуга Сквад. Его актерский опыт в сочетании с благодаря своей яркой внешности и сильной харизме он убедил многих поклонников в том, что у него есть огромный потенциал, чтобы снова блистать как на телевидении, так и на большом экране. Для многих видеть его в окружении опытных актеров и продюсеров стало символичным, как будто дверь в мир кино всегда открыта для него, если он решит снова пройти через нее. Постепенно поклонники стали говорить о 2026 году как об идеальном времени для ожидания возвращения Тэхёна к актерской деятельности. Время, когда он привнесет в свои роли больше зрелости, эмоциональной глубины и жизненного опыта. Однако, несмотря на все предположения и оптимистичные прогнозы, больше всего в этой истории выделялась его скромность. В момент, когда многие могли бы гордиться, волноваться или стремиться продемонстрировать свой статус, Тэхён выбрал простоту. Он появился самим собой, без притворства, без игры, без эго. Именно это заставляет армии гордиться им, именно это заставляет их любить его еще больше. Для поклонников Ким Тэхён не просто айдол или знаменитость. Он тот, кто тихо учит тому, что слава не обязательно должна менять поведение человека, что быть великим не значит выглядеть грандиозно, и что искренность, если она подкреплена честностью, может стать самой сильной формой привлекательности. Эта трогательная история со свадьбой Шин Мин А и Ким Убина может показаться лишь небольшим фрагментом в быстро меняющемся мире корейской индустрии развлечений, но для многих она служит мягким напоминанием о красоте смирения. Ким Тэхён в своей спокойной и простой манере в очередной раз доказывает, что истинное обаяние не всегда исходит от вспышек фотокамер или заголовков, а от отношения, характера и уважения к другим. Теперь, наслаждаясь этой трогательной историей, поклонники могут только улыбаться и ждать. Ждать следующего момента, когда Ким Тэхён раскроет другую сторону себя на сцене, на телевидении или, возможно, снова в мире кино. Если 2026 год действительно ознаменует новое начало для Тэхёна в актерской карьере, то одно кажется несомненным. Он останется тем же Ким Тэхёном, простым, скромным и глубоко любимым армией по всему миру. На фоне продолжающегося энтузиазма и предположений, многие фанаты считают, что этот момент на свадьбе Ким Убина и Шин Мин А показал его самую подлинную сторону. Не Тэхёна как мировую суперзвезду BTS V, а Тэхёне как личность, человека, который понимает пространство, атмосферу и уважение. Он не привез с собой внимание публики, и все же каким-то образом внимание естественным образом нашло к нему путь. Прекрасная ирония. Возможно, только для человека с таким сильным характером. Армии также широко обсуждали, как Тэхён неизменно демонстрировал одно и то же отношение с момента своего дебюта и до настоящего времени. Несмотря на невероятный успех, установление мировых рекордов и огромное влияние в мировой музыкальной индустрии, он остается известен как теплый, вежливый и непритязательный человек. Во многих случаях Тэхён демонстрировал глубокое уважение к старшим, коллегам и даже к сотрудникам, работающим за кулисами. Его присутствие на свадьбе стало настоящим доказательством того, что эти ценности не просто часть образа, а истинная часть его личности. Многие поклонники также отметили, как он решил сидеть среди актеров и продюсеров, не стремясь занять особое место. Он не просил зарезервированного места. Он не изолировался. Он не создавал дистанции. Он присутствовал как гость. Тот, кто поздравил. Тот, кто разделил счастье молодоженов. Такое отношение заставило многих почувствовать, что Тэхёна легко полюбить, даже тем, кто встречает его впервые. В
то же время его присутствие среди деятелей киноиндустрии вновь разбудило воображение поклонников относительно его будущего в актерской профессии. Благодаря своему предыдущему опыту, особенно в составе Вуга Сквад, Тэхьон доказал, что не полагается исключительно на внешность. Он обладает эмоциональной глубиной, чувствительностью и способностью создавать значимые образы. Неудивительно, что многие армии надеются, что 2026 год станет для него подходящим временем для возвращения в кино или сериалы с более зрелыми и сложными ролями. Однако, независимо от выбранного им пути, поклонники остаются едины в своей поддержке. Не только из-за его таланта или славы, а благодаря Ким Тэхьону таким, какой он есть на самом деле. Он доказательство того, что можно достичь вершины, не теряя своих корней. Истинный успех измеряется не только достижениями, но и тем, как человек относится к другим. То, что началось с простого текстового сообщения и мимолетного взгляда на свадьбу, превратилось в гораздо более масштабную историю. Историю смирения, изящества, тихой силы и звезды, которая выбирает свой собственный путь. Ким Тэхьон в очередной раз напоминает миру, что самая сильная форма обаяния – это не дорогая одежда или вспышки фотокамер, а искренность, уважение и доброе сердце. В заключение, этот момент может пройти, сменившись новыми заголовками в корейской индустрии развлечений. Но впечатление, которое оставил Ким Тэхьон, останется в сердцах фанатов. Вернется ли он к актерской карьере в 2026 году, сосредоточится на музыке или исследует другую сторону своей личности? Одно можно сказать наверняка. Ким Тэхьон всегда будет любим, уважаем и ценим фанатами армии. Своей скромностью и простотой он продолжает доказывать, что смирение – это самая прекрасная роскошь.